Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Цыганский пасьянс, Таро расклад, Лилит или Черная луна в весах. С 29 июня 2024 года по 27 марта 2025 года. Траектория перемен. И Лилит или Черная луна – это олицетворение того, о чем мы никому не говорим, прячем в уголках своей души, но очень хотели бы осуществить. И в этот период это будет рваться наружу, потому что буквально нам хочется сделать что-то по-своему. Или мы начинаем себе задавать вопросы: да доколе же вот будет, когда я себе все время на горло собственной песни наступаю. И с этими энергиями придется как-то совладать. И все же этот прекрасный период для того, чтобы понять, что в данный момент, как в преддверии или в начале эпохи Водолея, мы не можем всю эпоху прожить, мы всего лишь люди. Наш жизненный этап, он не располагает к жизни в 1000 лет, увы, по крайней мере, пока. Но мы уже теперь ощущаем эти перемены, когда мы как раз с учетом, мои дорогие, для вас особенно, Плутона в знаке зодиака Водолей, который осенью окончательно перейдет в знак Водолея, открывая перед нами возможности. И своеобразный период как прелюдия, или одновременно это еще будет совпадать, вот такие энергии. Это, по сути, возможность воплотить в жизнь нашу мечту или сделать нашу жизнь более сбалансированной. Весы – это как раз баланс, это дипломатия. И Лилит может обнажить некоторые аспекты нашей жизни для того, чтобы более гармонично вписать наши желания в реальность. И от того, насколько мы будем честны сами с собой, будет строиться вот эта траектория перемен. Судьба всегда дает нам возможности. Но она дает нам сырые ингредиенты. Как если бы вы, представьте, задумали приготовить какой-то восхитительный десерт или блюдо. Вам судьба даст отдельно муку, она вам даст сахар, она вам даст фрукты, молоко, она вам даст горчицу, она вам даст соль и перец. Что вы возьмете, что вы употребите, в каких пропорциях, от чего вы откажетесь? От этого будет зависеть, какой в конечном итоге продукт у вас получится. Мы каждый день делаем выбор, мы не всегда это осознаем. Определенно копаться в себе в этот период не стоит. Больше себе доверять, мои дорогие скорпионы. Потому что сомнения, вот по части Лилит, она может накрывать такими сомнениями, назовите это как такой испытательный период, насколько мы можем рационально оценить, что это. Наше какое-то самокопание глубокое или это подсказки интуиции. Особенно для вас, мои дорогие скорпионы, потому что как раз развитие ваших интуитивных навыков для вас как задача номер 1. Услышать свою интуицию, потому что на последующий период все подсказки будут в вас самих. Итак, давайте рассмотрим, что же нам карты цыганского пасьянса для скорпионов скажут. Я смотрю выпавшие значения, и вы тоже смотрите. Если я что-то пропустила, напишите, мы обсудим. Любовь. Да, без любви мы должны любимы быть и любить кого-то. С другой стороны, мы должны любить свое дело, нам должно что-то нравиться, чем мы занимаемся, или кто-то или что-то нас должно вдохновлять. Хотя в этом пасьянсе любовь имеется в виду любовь в личная жизнь. И это первое значение, которое у вас выпадает, мои дорогие скорпионы. Поэтому личную жизнь вы не можете оставить на потом. Когда у нас в личной жизни есть баланс, это совсем другие краски мы чувствуем, другой оптимизм, другое чувство реальности где-то, и это тоже. И еще раз нам карта повторяет: вопросы любви, личной жизни и вашего дома, мои дорогие. Буквально очаг, костер – это место нашего отдыха, место нашей безопасности.
где мы можем приводить мысли в порядок, где мы можем отдохнуть от суеты, отстраниться от этой суеты и какой-то круговерти. Для вас, в принципе, будет важно как и место, так и сам по себе отдых, а для кого-то может означать переезд. Личная жизнь, я бы сказала, с большой буквы для вас, мои дорогие скорпионы. Идем дальше. Карта якоря, смотрите. Тут можно такие волшебные отношения построить. У вас мало того, что символ любви и роза, выпал еще и костер, и посмотрите, ангел. Ангел – это доброжелатель. Доброжелатель буквально в доме. Может быть, пересмотреть отношения в социуме вы даже сами захотите. Или как раз построить такие доверительные отношения, когда вы знаете, что ваш партнер вам отвечает взаимностью. И вот эта уверенность, она тогда увеличивается в разы. Карта якоря. Тут какое-то фундаментальное благополучие. По крайней мере, это у вас будет возможность быть в этих энергиях и построить это благополучие. Но вам придется отличать людей пустых, а вот таких ангелов. Мельница выпадает, это пустые разговоры. Поэтому будет и то, что значимо, но будет и то, что не имеет никакого смысла. И выбор будете делать вы сами. У вас выпадает еще и радость. Венок – это означает радость, мои дорогие. Спокойное течение жизни. Видимо, отдых, мои дорогие, неспешность и правда. А как еще можно услышать свою интуицию? А я сказала, что для Скорпиона интуиция – это задача номер раз. Научиться слушать себя. Не торопиться как в эмоциях, так и где-то в действиях. Вот посмотрите, все ведь карты где-то больше начали с личной жизни, буквально любовь. И дальше развивают это значение, как и дом, так и взаимоотношения, искренняя карта ангела, буквально ангел в доме, уверенность, радость и вот это спокойствие. Вот это, наверное, основные, как тезис-план или то, что вам придется держать в фокусе вашего внимания, независимо от того, какие вы цели наметили и какими способами вы собираетесь действовать. Дома должен быть порядок. В душе вашей должна быть какая-то гармония. И должен быть тот человек, который вас любит. Вот как хотите, мои дорогие скорпионы. Ну, ладно бы что-то одно выпало. А у вас же вот эта тема как началась, так она и завершается. Давайте дополним картами Таро. Я понимаю, что, безусловно, не бывает только как в разрезе личной жизни наши события, все то, что нас окружает. Но, может быть, вы оттолкнетесь где-то, что вам самим захочется вот этого покоя, душевной гармонии. И вы будете, как и людям, более надежным уделять внимание. Как вам и от пустых каких-то разговоров ненужных захочется самому или самой избавиться. Или от лишних людей, которые приносят какую-то сумятицу в жизни, но взамен ничего не дают. Или наоборот еще пытаются использовать. Такое ведь тоже может быть. Пустые все-таки разговоры, они присутствуют. Итак, что будет важно для Скорпиона? Не устроить себе самокопание. Пятерка чаш. Именно в этой колоде, девушка, обратите внимание, если в других колодах прорисовывается пятерка чаш, как человек сидит, убивается, там 2-3 разбитых или разлитых кубка, по-разному демонстрирует. Но там скорбь какая-то вселенская, потому что бокалы упали. А здесь нет, в этой колоде карт девушка равнодушна. Смотрит вот на этот сосуд с эмоциями, омут. Это имеется в виду эмоциональный омут. И она лениво протягивает ногу и просто переворачивает вот эти эмоции, чтобы они в этот омут и ушли, и больше ей не мешали жить. Это не имеет значения. Все самое ценное, оно возле нее. Вот какой-то такой момент. Не позволяйте себе самокопания, мои дорогие скорпионы. Душевный баланс, как и отдых, все то, что я сказала. Для вас это принципиально важно. Что еще? У кого-то действительно переезд будет. У кого-то будет смена работы.
По шестерке мечей карта заслуженного успеха, когда мы, отчасти, кстати, про интуицию, про интеллект, когда мы слушаем самих себя и желаем как раз осуществить то желание или намерение, о котором, кто знает, может быть, вы с детства мечтали. Или по этой карте, пусть в нас никто не верит, мы верим сами в себя и готовы пройти какой-то путь, может быть, где-то и в одиночку. И когда ты в согласии с собой, то один на один это уже достаточно для того, чтобы осуществить какой-то волшебный план. Даже если где-то придется, принимать, что мы столкнемся с неожиданностями. Обратите внимание, вороны. Ворон олицетворяет, особенно в этой колоде, мудрость. 3 ворона, как путь мудрости, позволяют этой девушке переплыть море. И нам на заднем плане показывают шторм. Дождь очень сильно идет, но у нее получается буквально достичь берега, потому что благодаря где-то интуиции и силе мудрости вы умеете осуществить, и, безусловно, это карта мужества, потому что чего-то она не боится, даже в одиночку. Может быть, и какой-то план вы задумаете, мои дорогие скорпионы. Надейтесь на себя, но скорпион всегда на себя надеется. Но если мы говорим по части переезда, тогда у вас, может быть, не так быстро, но получится что-то осуществить. Что еще для вас будет важно? Больше я карт не тяну. Я всегда говорю, скорпионы, маги и волшебники. И вот единственное, что я вам добавлю, 5 чаш. Карта мага. И тут буквально мысль материальна. Еще Эйнштейн сказал, если вы настроитесь на чистоту той реальности, которую вы хотите для себя создать, то вы получите именно тот продукт, на который настроена ваша чистота. Это не философия, это физика. Альберт Эйнштейн добавлял. И теперь уже квантовой физикой действительно доказано, что мысль материальна. Дважды, трижды для вас, мои дорогие скорпионы, потому что вчерашние мысли – это сегодняшняя данность, то, что на данный момент. Сегодняшние мысли – это наше завтра. И мы можем притянуть к себе совсем не то, что мы бы хотели, если мы будем устраивать себе ненужную философию или вспоминать те отношения, которые были деструктивны, то, что нас разрушало. Или, может быть, какую-то по работе, тоже ситуацию со знаком минус, она закончилась, прошла. И вылететь эмоции в этот омут и забыть о них. Вот чтобы себе не наколдовать того, чего не нужно, вам придется быть по отношению к самим себе, магам и волшебникам, но и придется правильно взаимодействовать с людьми. Но для вас, мои дорогие скорпионы, нет ничего невозможного. Кто-то из вас прочувствует, что у вас появляется дар ясновидения. Это есть такое в вашем гороскопе именно на период до конца 2024 года. И вы люди очень интуитивны. Порой эту интуицию, ее невозможно ведь даже как-то по полочкам разложить. Вот откуда приходит это видение? Сказать сложно, но слушать подсказки собственной души, правильно, хладнокровно оценивать ситуацию. Будет, видимо, не раз такой момент или моменты, когда хладнокровно, ведь вот вторая карта, карта мужества, чего-то, может быть, нужно и не испугаться, и не добавить эмоций, а вот так мудро пересечь это море или на что-то решиться. И от ваших вот таких возможностей каких-то особенных будет зависеть какой-то конечный продукт, ваше качество жизни, как мы говорим. Но, повторюсь, для вас нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.